Привет, меня зовут Юля. Я работаю учителем во Вьетнаме уже год с четвертью. Надеюсь, вы слышите звуки детей через стенку. И сейчас я покажу свой типичный будний день. Это 15 часов всего за считанные минуты. Поэтому буду очень рада, если вы оцените мой труд, оставите лайк, комментарий и подпишитесь, если тема жизни во Вьетнаме вам интересна. Приятного вам просмотра! Итак, мой день начинается ровно в 6 утра, как и у большинства вьетнамцев. Сказать, что для меня это рано, это ничего не сказать. На завтрак у меня обычно что-то очень быстрое, типа овсянки или чаще бутерброды с кофе. Конечно, в такую рань завтракать совсем не хочется, но я все-таки стараюсь, потому что энергия будет нужна. В 6:40 я направляюсь на парковку, чтобы сесть на свой электровелосипед и помчаться в школу. На дорогах меня ожидает супер плотный трафик. Конечно же, я снимала это, будучи пассажиром, ни в коем случае не водителем. И вот с таким движением я сталкиваюсь 4-5 раз в день, так как проезжаю около 30 километров ежедневно. Маленькие дороги ничуть не лучше, так как четырехколесный транспорт занимает почти всю полосу, и тебе остается тесниться как можешь. И вот я в школе. Вьетнамская школа – это прямоугольник с двором по центру. Окна и двери везде нараспашку. Перед уроками дети делают зарядку, и в 7:20 начинаются занятия. Моя задача – подавать материал очень интерактивно, петь песни, играть в игры и делать все возможное, чтобы дети практиковали свой английский. В основном я работаю с флеш-картами, так как это удобно для меня и понятно для детей. И, конечно, стараюсь успеть провести какую-нибудь игру, так как времени всего 40 минут, а детей аж 45 человек. Около 9 наступает большой перерыв. Это очень шумное время, дети бегают, играют, едят, в общем, делают все, что хотят. Школьники сидят и даже лежат на полу, бегают босиком. Для Вьетнама это все в порядке вещей. Я нахожусь в постоянном окружении малышей, так как моя экзотическая внешность для них просто словно магнит. Кстати, мне гостеприимно разрешили расположиться в заучевской. В компании кого? Конечно же, дедушки Хошимина. В заучевской я отдыхаю или готовлюсь к следующим урокам. После перерыва снова 2 урока. И в 10:40 мне приносят обед. Обеды совсем неплохие, комплексные, я бы сказала, но достаточно однообразные. Каждый день рис, меняется только мясо и зелень. Мне так до сих пор и непонятно, как вьетнамцы едят рис каждый день. А вот вам пример личного пространства во Вьетнаме. То есть вы поняли, его нет. Закончив свой обед, я проезжаю еще 4 километра, чтобы попасть в офис фирмы, на которую я работаю, чтобы сделать одно очень важное дело – поспать. При таком графике вздремнуть днем для меня просто необходимость. Сплю, конечно же, по-вьетнамски, на полу. Так, все, время спать, а то сил работать дальше не будет.
После сна я еду обратно в школу и провожу еще 3-4 урока. В школе я всегда работаю с микрофоном, так как если работать без него, голос очень быстро сядет. Что удивляет, так это то, что посещаемость школ практически 100%. Пустой стул можно увидеть, я не знаю, раз в 2 недели. Дети всегда ходят в школу, даже если болеют. Попрощавшись со школой в 4:30, я еду ужинать перед своей второй вечерней работой. Кстати, трафик в Хошимине насчитывает около 8,5 миллионов байков. 8,5 миллионов! Так вот, вернемся к ужину. У меня всегда есть 2 опции. Если я голодна, тогда я ем где-то. Если не очень, тогда я покупаю перекус и ужинаю уже в центре. В центре работать гораздо легче. Во-первых, детей намного меньше, во-вторых, работают кондиционеры. В центрах группы совсем небольшие, и значит есть возможность поработать с детьми индивидуально, что уже в разы проще по сравнению со школой. Вьетнамские малыши очень милые и веселые. Несмотря на энергозатратность работы и серьезную усталость в конце дня, мне работать нравится. Два часа в центре, и наконец-то я еду домой. Около 9 вечера мой рабочий день подходит к концу. Все вам показала, да собственно душу вложила в это видео, поэтому если вам понравилось, обязательно дайте знать. И не забывайте подписаться. Пока-пока!